Сегодня у нас первый урок, и мы сразу начнем с остренького. Нарисуем с тобой жгучий чили-перчик. Зачем вообще рисовать скетчи? Рисование – это отличный способ отдохнуть, расслабиться и стать счастливее. У каждого из нас есть куча забот, постоянные завалы на работе, нескончаемая стирка, уборка и готовка дома, вечный вопрос, как похудеть. От всего этого голова кипит, настроение портится и, естественно, такая жизнь нас не радует. Чтобы остановить этот бешеный ритм, просто возьми кисточку и начни рисовать. Большинство моих учеников рисуют вечером после трудного дня и отмечают, как их настроение улучшается, а дурные мысли улетают из их головы. Кроме того, ученые уже сотни раз доказали, что рисование вызывает прилив гормонов счастья. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь стала спокойнее и счастливее, то тебе просто необходимо регулярно заниматься рисованием. Да что я рассказываю? Давай начнем! Ну что же, вот такой вот сочный, яркий и острый жгучий перчик мы с тобой сегодня будем учиться рисовать. Чем мне понравился референс? Во-первых, он классный по композиции, да, то есть один в пространство, другой так лежит бочком. Во-вторых, сами перчики, они глянцевые, на них можно очень круто отработать вот эту всю блестящую фактурку, научиться оставлять в нужных местах блики, что очень важно для скетчинга. Ну и в целом интересные ракурсы сбоку и вот с этой пумпочкой с кочерыжечкой. Так что будем сейчас с тобой учиться это рисовать. Что нам понадобится? Все как обычно. Нам нужен карандашик обычный, стирочка, это может быть просто ластик, у меня кляча, такая пластилиновая мягкая. Также нам понадобится линер, у меня Faber-Castell 0,3. Также нам понадобится кисточка, у меня палитра, фирма Ворс Колонок, размер 4. И, конечно же, красочки. У меня сонет 24 цвета, палитра, водичка и салфеточки, чтобы можно было выжимать свою кисточку. Итак, сам листик у меня, конечно же, акварельная бумага с шершавой стороной наверх. Формат у меня сегодня А5, так что рисовать будем именно на нем. И с чего мы, собственно, начнем? Начнем мы с построения карандашиком, чтобы все правильно закомпоновать у себя на листе бумаги. Итак, какая у нас здесь история? Два перчика. Один такой красивый с изгибчиком лежит бочком, опираясь на тот, который лежит такой в пространстве уходящий, как будто бы. Вот сейчас и будем это все передавать и рисовать. Что важно? Важно так закомпоновать нашу историю в листе бумаги, чтобы не оказалось, что вокруг куча свободного пространства, а перчики такие маленькие и где-то сбоку. И в то же время, чтобы не получилось так, что кончик перчика, например, не влез нам в кадр, в нашу картинку. И то будет смотреться странно. Поэтому я сразу себе намечаю, что верх моего вот этого перчика будет заканчиваться вот тут, кочерыжечка, это важно. Заканчиваться кончик будет где-то вот здесь, да, то есть сразу себе наметила. И можно, в принципе, вот себе такой легкой изгибистой линией сразу наметить сам перчик. Не факт, что это будет четкая форма нашего перца, но, по крайней мере, мы так точно знаем, куда ему нужно и как согнуться. Дальше второй перчик, который у нас лежит на плоскости. Обращаю внимание, что плоскости у них немножечко разные. Если горизонтальную линию я проведу от низа вот этого перчика, она будет ниже, чем наш вот эти плечики нашего того остренького перчика, который служит опорой, скажем так. Почему? Потому что перчик, который опора, у нас больше задвинут в глубину пространства. На плоском листе бумаги глубину пространства мы можем передать, только рисуя предметы выше и ниже. Никак глубже мы их нарисовать не можем. Поэтому если это будет у меня низ моего перчика, да, где-то вот здесь, значит, вот этот перчик будет у меня начинаться где-то вот в этой части, повыше. Это кончик моего перчика неваляшки, а это будет перчик опора. Отлично, если это мой перчик опора, он лежит в пространство, то есть куда-то туда лежит. Что значит это? То, что мы сейчас проведем его линию не горизонтально, тогда он будет, грубо говоря, плоско лежать, параллельно плоскости, а немножечко под наклоном. То есть вот здесь у нас будет его плечико, и вот туда он у нас будет лежать. Вот так, под наклоном. Тем самым мы создаем эффект того, что он лежит в пространстве. И у нас получился такой X.
Это перчик неваляшка, это перчик опора. Отлично, все, в целом мы наметили основную историю и теперь можем создавать саму форму наших перчиков. Форма у перчиков такая треугольная, вытянутая, да, то есть это у нас по сути просто треугольничек с таким округлым кончиком. Я пока простую геометрическую форму рисую. Шире здесь, уже там. И тут та же самая история. Так, только это у нас кочерыжечка, напоминаю, да, то есть кочерыжечка еще вот где-то вот столько у нас займет места. Значит, сам перчик у нас вот тут только начнется. И, соответственно, вот я его тут буду немножечко изгибать, этот треугольничек. Ну, собственно, вот он у меня получается. Один треугольничек, второй треугольничек. Этот треугольничек, опора, перчик, у нас закончится кругляшочком. И в целом мы можем вот здесь себе нарисовать такой смело, ну, такой эллипс, да, не прям идеально ровный круг, а немножечко эллипс. Почему? Потому что мы у этого перчика видим, по сути, плоскость вот всей длины и другую плоскость, которая у нас отвечает за вот эти вот плечики. Соответственно, можно себе наметить вот такую вот округлость. Именно здесь у нас будет вся вот эта кочерыжечка нарисована, мы же ее тоже видим. Соответственно, наметили. Так, беру сразу ластик, может немножко лишние линии, да, линию центра, линию всех этих построений уберу, чтобы они нас не сбивали. Так, сильно на карандаш не давим, это важно. Я давлю на карандаш сильно, чтобы тебе было хорошо видно, что я рисую. Ты можешь давить на карандашик еле-еле, чтобы потом не надо было сильно стирать и портить фактуру бумаги. Итак, продолжаем. Длинновато смотрит, я сделаю его покороче и сейчас просто делаю ему более правильную такую форму, уже более перечную. Так, так, здесь он у нас закругляется, здесь у нас такой округлый перчик. Так, вот, отлично. И напоминаю, да, здесь мы будем прорисовывать кочерыжечку. Сейчас, если присмотреться, это такой 1, 2, 3, 4, 5 пятигранничек. Поэтому я этот пятигранничек намечаю. 1, 2, 3, 4. Так, у меня 5, 6 получается. А, ну да, граней 5, а пик вот этих вот 6. Все правильно. Ну, у меня с математикой не очень. Так, вот, отлично. И здесь мы сейчас еще наметим саму кочерыжечку. Вот движение у нее такое залихватское, с хвостичком таким, да, с маленьким таким. Но что важно, мы здесь видим округлость. Почему? Потому что у нас же вся вот эта кочерыжка, она объемненькая, и она круглая. Соответственно, мы здесь видим округлость, которая постепенно для нас, ну вот, создает вот эту вот толщину. То есть не просто приводим пум-пум, и палкой закончили, да, а тут у нас пошел вот этот шестигранничек. Нет, здесь обязательно нужно сделать вот такую вот округлость. Тогда кочерыжка будет выглядеть реалистично. Округлость и такой легким изгибчиком здесь у нас идет сама кочерыжка. Вот так. Эту наметили, перчинку. Теперь смотрим на эту перчинку. Что у нас здесь важное? Так, опирается она хорошо, главное, чтобы у нас плечики были более округлые, конечно, у нашей перчиночки, то есть вот как-то так, опирается хорошо и дальше идет себе смело к самому кончику. С этой стороны то же самое. Так, сейчас убираю лишние линии. Так, и здесь то же самое, достаточно широко сверху, сильно толстым не делаем, и вот сужаем. Сужаем, сужаем, и вот приходим к самому кончику. Вот у нас второй перчик. Теперь нам нужно что сделать? Разместить кочерыжечку. Что здесь важно? Она у нас такая прикольная, тоже красивая, но мы ее уже видим в другом ракурсе. Эту мы видим прям всю ее, так сказать, глубину души, а здесь мы видим ее конкретно в профиль. Поэтому сначала я намечаю себе движение этой кочерыжечки, то есть она как-то вот так у меня идет. А теперь просто ее расширяю. Здесь потолще и таким колокольчиком развожу. И здесь потолще и колокольчиком развожу. Так, прихожу вот в эти линии. И здесь очень важно кончик. У нас будет здесь просто такой, да, выпуклый спил. Так, пум, все, закончилось. А здесь мы прям видим этот вот спил. То есть вот кругляшочком таким заканчивается. И тоже вот так вот сама веточка расширяется к этому спилу. Так, здесь наш колокольчик заканчивается тоже
вот этой не кочерыжечкой, а вот этой шляпкой. Мы ее немножечко видим, такая получилась шляпка ведьмочки. Все, а здесь у нас пошли наши плечики перчика. Все, как бы никаких вопросов не имеем. Вернемся к этой перчинке и немножечко здесь допилим, красиво вырисуем вот эти штучки, которые у нас здесь есть. Сама кочерыжка у нас уже хорошая, да, то есть здесь округло, все отлично. Так, а вот этот вот, даже не знаю, как это правильно назвать, элемент немножечко допилим. Здесь торчит бубочка, потом более выпуклая такая, у нас шестигранничек-то есть. Вот эти вот пики, они такие более выпуклые, а между ними промежутки, они не прямо прямые, они скорее такие округлые, правильно? И вот я так немножечко округляю. Так, это туда пойдет. Ну, вот такая вот какая-то у нас штучка получается. Здесь чуть пониже, здесь вот так. И еще раз возвращаю границу перчика моего. Здесь он так виден немножечко за кочерыжечкой, где-то вот здесь заканчивается. И тут он выходит из-под нижней кочерыжечки. И вот сюда приходит. Такой более пухленький. Вот этот, чем вот этот визуально. Все, отлично, смотрится хорошо, объемненько. Сразу мой совет наметить, где у нас будут в перчиках блики. Убираю лишний грифель внутри перчиков, то есть линии построения нам уже не нужны. И сразу можно наметить себе, где у нас будут блики. Почему? Потому что потом мы про них благополучно забудем. С левой стороны у нас свет падает слева, это конкретно видно на перце, здесь больше всего блика. Соответственно, здесь делаю чуть-чуть такую себе полосочку, можно не очень ровную, но в целом вот она блестит. В этой части у нас тоже есть такой интересный блеск, это скорее уже какой-то рефлексик, и он такой неровный, да, такими колючечками. Мы это уже будем, конечно, создавать больше в акварели, чем в линере. Обводить линером мы вообще эту тенюшку, этот блик не будем. Просто мы себе его намечаем, чтобы про него помнить. Так, здесь перчик хочется сделать чуточку покороче, более так пухленько он будет смотреться. И опять-таки, да, намечаем, что вот у нас здесь будет бличок. Здесь вообще очень активно, ну, возможно, это как бы тоже, да, такой немножко косяк распечатки, уж очень ядреные белые блики, но почему бы и да. Сделаем так. Так, здесь прям такие по форме, да, такие прям полосочки. Здесь пару пятнышек видим, раз, и такой небольшой, два. Хорошо. И на самом деле на самих стебелечках мы тоже видим блички. Где мы видим блички? Вот здесь, вот тут, по форме. Все блики всегда ложатся по форме нашей, того, что мы рисуем, собственно. Так, вот так. Ну вот, да, собственно, и вся наша перечная история. Что еще можно сделать, чтобы уравновесить немножко композицию? У нас свет падает слева направо, напоминаю, поэтому вот здесь у нас будет немножечко тенюшки. Тут картиночка у нас без теней, смотрится не совсем реалистично. Вот здесь и вот здесь у нас будут небольшие тени, но мы их больше будем делать в акварельке. Все, в принципе, карандашики мы закончили, можем переходить к линеру. Напоминаю, что линер у меня 0,3. Для меня самый оптимальный размер, он и не очень толстый, и в то же время не совсем тонюсенькая линия, которую практически не видно. И теперь буду обводить наши перчики. Абсолютно расслабленной рукой, не думая о том, что моя линия сейчас где-то не туда попадет, прервется или там пойдет как-то не так, как на референсе. Мы получаем удовольствие. Мы себе наметили всю основную массу и теперь просто создаем этой массе красивый контур. Так, вот здесь обвожу перчик. Вот так. И здесь. Пумс. Так, и тут. С этой стороны плечико. Опа! Отлично. По кочерыжечке теперь идем. Помним про изгибчики, про то, что у нас все это дело расширяется. И на самом деле задача сделать вообще какие-то идеальные ровные линии вообще не стоит. В природе редко встречается что-то гиперровное и гиперидеально прямое. Наоборот,
Кочерыжечка в перчике может быть такая, да, прям вся вот с выбоинками такими, выщербленками какими-то. Тогда она будет смотреться красиво. Так, здесь вторым таким полосочкой делаю колечко такое. Там видно, что он такое, какой-то спил мы видим. Так, так. И вот здесь, да, возвращаемся сюда. Сам перчик мы уже прорисовали. Рисуем. Так, вот эту кочерыжечку. Так. Делаю вот эти мысики, да, заметными. И сама кочерышка. Опачки. Раз. Чуть пошире у кончиков. Здесь колокольчик, здесь тоже пошире у кончика. И парочку таких еще полосочек вокруг выпуклых проведу, чтобы у нас создался этот эффект объемчика, да, то есть чтобы у нас выпуклость это чувствовалась хорошо. Ну вот, наша выпуклость. Отлично. Тенюшечки я особо зарисовывать не буду. По самим перцам я штриховать тоже особо не буду, чтобы у меня не получилось здесь переборчика. А вот по кочерыжечке поштриховать немножко можно, создать какие-то дополнительные вот такие вот прожилочки какие-то, да, это будет смотреться хорошо. Чуть, совсем капельку. И в основном с той стороны, где у нас не светит света. Свет у нас слева, значит, по правой стороне в основном вот эти полосочки можно создавать. Это немножечко такой декоративный момент, который, в принципе, смотрится неплохо. Так. И тут немножечко так. Просто затеняем слегка эту всю историю. Угу. Отлично. Так, по самому перчику я все-таки не буду штриховать, мы лучше в красочках это создадим. Все, собственно, перчик мы построили, обвели, беру ластик и убираю все излишки грифеля. Если нету клячки, то вот, кстати, да, аккуратненько стираем внутри, чтобы оставить себе все-таки намеки, где будут блики. Если нету такого ластика, как у меня, клячки, то обычной стиркой сильно на бумагу не давим, чтобы не продавить всю вот эту вот фактуру акварельной бумаги, потому что она нам очень помогает работать с акварельными красками и большим количеством воды, которое нужно для акварельных красок. Меня очень часто спрашивают: Аня, вот у вас так все красиво получается. И ребята, которые у вас учатся, так легко и красиво все рисуют. А у меня как-то совсем не выходит, и что-то как-то не очень, и настроение мое от рисования из-за этого не поднимается. Может быть, рисование это не мое? Я в таких случаях всегда отвечаю, что рисовать красиво и получать от этого удовольствие может абсолютно каждый. Просто кому-то на это нужно чуть-чуть больше времени. Вот пример из моей жизни. Мы вместе с моей подругой пошли учиться водить автомобиль. И подружка моя получила права с первой попытки, а я только с 7-й. Мне потребовалось в 7 раз больше времени, чтобы добиться такого же результата. Однако теперь мы обе умеем водить машину, можем вместе кататься и получать от этого удовольствие. И так абсолютно в любом деле. Так что лови несколько советов, которые помогут тебе добиться классных результатов в рисовании. Первое. Не сдавайся при первых трудностях. Если что-то сразу не получилось, это абсолютно нормально. Просто попробуй еще раз. Второе. Рисуй регулярно. Если ты будешь хотя бы по чуть-чуть, но регулярно рисовать, твоя рука очень быстро привыкнет к этому навыку, и ты сможешь намного быстрее начать получать удовольствие от самого процесса рисования. Третий совет. Учись на своих ошибках. Смотри, что тебе не нравится в твоем рисунке, и старайся этого больше не совершать. В идеале найти человека, который будет тебе давать обратную связь по твоим рисункам. Совет номер 4. Не сравнивай свои работы с работами других людей. Все мы имеем разный уровень подготовки. Свои рисунки ты можешь сравнивать только со своими вчерашними рисунками и радоваться своему прогрессу. Совет номер 5. Получай удовольствие от самого процесса рисования. Зачастую мы так зацикливаемся на итоговой картинке, что совершенно забываем получать удовольствие от самого процесса рисования. Ну,
собственно, все готово. Вода, салфеточки, палитрочка. Можно начинать красить. С чего мы начнем красить? С красного цвета, с наших основных, в общем-то, героев сегодняшней программы, с перчиков. Что по перчикам? Я буду использовать цвета красные, естественно, и в классический красный, который, ну, красное светлое, вот этот цвет, я буду добавлять немножко еще дополнительные оттенки. Фиолетоватые, чтобы создавать более темные части, там, где тени. Немножечко розовинки, то есть буду брать больше воды, чтобы у меня оставались более светлые блики. Ну и, соответственно, за счет этой комбинации у нас будет получаться объемчик. Поехали. Беру много красненького цвета, особо даже ни с чем не мешаю, он вполне себе подходящий для меня оттенок. Водянисто сначала, не очень плотно, не очень ярко. Я начинаю красить тот дальний перчик. Начинаю снизу, потому что там у нас точно должно быть много плотного пигмента. Там у нас тенюшка будет, чтобы он завернулся. Так. Сверху тоже крашу, но помним, да, оставляем небольшие прожилочки для бликов. Такие четкие белые дырки я оставлять, конечно, не буду. Я беру кисточку, смываю ее и совсем такими легкими движениями руки размываю границу наших вот этих бликов. У меня блик остается, но он уже не смотрится таким ядрено четким. В принципе, на наших перчиках может быть и ядрено четкий блик, потому что они у нас глянцевые. Но я больше люблю, когда есть такая легкая какая-то акварельная растяжечка. Так, вот здесь можно сделать даже и как-то более четкими такими полосочками. Вот, да, делаю такую кардиограммку. Только я ее делаю не горизонтальными ровными такими бум-бум, а по эллипсу веду, да, как будто бы хула-хупы крутит наш перчик. И на нем такие есть какие-то непонятки. Напоминаю, что блики оставляем. Один закрасила, ну, в общем, ладно, сейчас будем очищать. Смываю кисточку и немножечко создаю более нежные акварельные пятнышки, дырочки, чтобы они не смотрелись так ярко, резко и активно. Так, тут тоже немножечко смываю, чтобы не было таких четких границ. Блестит? Блестит. Отлично. Теперь беру побольше пигмента. Побольше. И пока у меня краска здесь не подсохла до конца, начинаю добавлять опять в нижнюю часть. Прям побольше пигмента. И здесь тоже в нижнюю часть. И тем самым поднимаю наверх немножко пигмент. Так. Здесь под перчиком можно побольше добавить. Ну, если присмотреться, то в этой части он тоже будет более такой красненький. Тут размываю. Вот тут у меня красочка подсохла и уже не хочет разбегаться. Ничего страшного, просто водичку туда добавляю. Называется «Просто добавь воды». Реклама в детстве такая у меня была. Так, и здесь наш перчик красненький, активненький, очень остренький. Да, 100% чили. Такой. Вот так. И он получается у нас и объемный, и при этом красненький. Отлично. Супер. Так. Теперь я хочу в том, опять-таки, нижнем нашем перчике сделать более темные оттенки, для того, чтобы создать тень от верхнего нашего перчика. Я возьму для этого немножко фиолетового цвета. Можно добавить немножко коричневого, можно черненького, получится более бордовый. Но мне нравится фиолетовый, смотрится хорошо, вот так вот темно-бордово, но при этом не грязный. Цвет грязным не получается. С черным он, конечно, будет немножечко такой пессимистичный. А так очень даже приятный оттенок. И вот в этой части добавляю под перчиком немножечко больше темненького пигмента. Можно еще капельку вот сюда как раз растечется. Ну и уж совсем капельку вот сюда для максимального объемчика. Так, так, так. Смываю кисть и немножечко помогаю краске разбежаться. Так, чтобы она у нас не застыла на одном месте. Вот так. 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 Вот так. Угу. Тенюшечка появилась.
Теперь мой совет чуть-чуть подождать, пока этот перчик прихватится, и начинать рисовать второй. Итак, мой перчик нижний, опора, подсох, и поехали красить дальше. Беру снова много красного цвета, водянистенько сначала, и заполняю уже перчик второй. Так, смотрю внимательно, внизу можно активно вести линию. Если где-то мы не сильно попадаем линия в линию, это не страшно. Для скетчинга это абсолютно допустимо. То есть если у нас прям получилось, что отошли мы, да, там сильно от границ, ничего страшного, не переживаем по этому поводу. В скетчинге возможно практически все. Так, сейчас мы здесь будем вычищать немножко, но в целом граница здесь легкая присутствует, так что я ее прорисовываю полупрозрачно, легенько. Так, здесь тоже делаем, да, перчик прорисовываем. Здесь вот он у нас так интересно, такими прожилочками. Ну, главное, это не сильно долго оставлять вот наши такие границы, иначе они будут быстро застывать. У меня бумага палаццо, она позволяет мне вернуться и немножечко размыть границу. Далеко не каждая бумага позволяет делать такие хитрые махинации, поэтому лучше сразу, да, провели линию и сразу ее размыли там, где хотим размыть, или оставили четкой там, где хотим оставить четкой. Так, вот здесь хочу вычистить. Если где-то там переборщили и хочется чего-то вычистить, помыли кисточку и влажная пока краска пошуршали там, вот так вот повыводили. В принципе, можно вычистить, если есть такое желание. Так, едем дальше. Заполняем пространство дальше. Перчик не маленький, поэтому можно так чуть-чуть быстрее работать, не бояться, что мы где-то там не точно совпадем с референсом, но зато мы его точно сделаем красивым. А если мы будем там 100-500 раз туда смотреть и думать, куда же нам повести все-таки линию, мы можем не успеть, и красочка у нас застынет. Так, вот сюда тоже я хочу добавить больше пигмента. Вот сюда, вот сюда. Ну, а здесь, да, смотрим, тут какие-то такие интересные блики, немножечко такие полосатые. Ну, вот острым кончиком кисточки я эту полосатость немножечко создаю. Так, здесь, в этой части, перчик розовенький, он тут бликует немножечко, поэтому я его тоже буду делать более прозрачным. Здесь бличок остается яркий. Здесь больше заходим плотной краской. Так. Под кочерыжечкой тоже достаточно плотненько у нас там вообще как бы без вопросов. И опять-таки по контуру у нас здесь более активно и темно. Заодно то, что мы здесь вымывали, сейчас будет более четко видно, потому что мы прошлись по плотной части краски, сделали ее еще более плотненькой. Соответственно, блик сейчас выйдет вперед. Так, и немножечко размываю все вот эти границы, чтобы не были такими четкими. И напоминаю, стараемся не замазать все наши блики, которые есть. Так, так. Здесь чуть-чуть тоже размываю, чтобы они смотрелись чуть-чуть нежнее и не такими ярко-белыми, да, а чутка розоватыми, потому что уж слишком блестит белым цветом, смотрится ненатурально. Так. И размываем еще вот тут немножечко. И вычищаем заодно. Так. И еще больше красного цвета плотного. Вот сюда добавляем. Вот такой вот перчик получился. Очень даже блестящий, очень даже аппетитный. Все, ждем, пока подсохнет. Пока он в целом подсыхает, можем ему тоже немножко создать вот эту теневую часть, где, в принципе, там же, там, где наш перчик прикасается к тому, здесь же он тоже у нас будет потемнее. И вот в целом так у нас отобьется один перчик от другого. Вот здесь у нас более теневая часть. Так. Так, смываю кисточку и опять-таки размываю немножечко водичкой. Здесь и вот в этом перчике. Все, они друг на дружку накладываются и друг на друга отбрасывают тенюшечку. Вот так вот. Отлично, прям видно, что он лежит на нем и отбрасывает тень.
Пусть подсыхают. Наши перчики подсохли, и мы можем создавать им кочерыжечки. Кочерыжечки. На самом деле у этих перчиков очень даже такие яркие, сочные салатовые кочерыжечки. Я не использую вот такой вот салатовый цвет, который есть в палитре, он для меня слишком искусственный. Я всегда салатовый мешаю. Я беру желтенький такой, причем светлый, желтое среднее называется. Не тепленький, а такой вот холодненький. И в него добавляю либо синий, можно голубой цвет, да, получается такая сочная зелень, вот как раз то, что надо. Или можно даже тот же зеленый смешивать с желтым, все равно цвет получится более такой натуральный, чем вот тот, что есть в палитре. И вот таким светло-желтенько-салатовеньким цветом я сейчас пройдусь по нашим кочерыжечкам. В целом можно по всей кочерыжечке проходиться, помним, что тоже она где-то у нас будет поблескивать немножко, поэтому легкие блики можно оставлять. Но пока прохожусь по всей кочерыжечке, оставляя только блики, не думая о том, где она должна быть светлее, а где темнее. Если с цветом переборчик, мало водички получилось, а пигмент плотный, я просто смываю кисточку, отжимаю о салфеточку и, собственно, вычищаю, да, вот эти вот излишки пигмента. А так лучше просто в палитру больше водички добавить. Вот. Здесь тоже не забываем важная часть перчика. Так. И пока еще не подсох цвет, я беру более плотный зелененький, да, такой поактивнее. И вот сюда добавляю, капаю прям пигментом. Он сам себе растекается красиво, как куда хочет, но в целом мы создаем ту тенюшку, тот объемчик, который нам нужен. Опять-таки можно более водянисто, более прозрачно, не так плотно, не так активно, да, то есть немножечко краску разбавляем водичкой. Так, и вот здесь немножко затеню. Вот. Иди сюда. Бегает от меня краска. И вот тут тоже немножечко затеню. Ну вот. Получается сразу объемная, красивая кочерыжечка. Так. Угу. И вторая пошла на очереди. Немножечко желтенького. Здесь тоже интересный момент. Эта часть кочерыжки более желто-зелененькая, такая салатовая, да, а здесь более темно-зеленый. Ну, вот так и будем создавать. Блики оставляю. Оставляем блики. Так. Не прям идеально ровно. Помним тоже об этом. В принципе, вот в эту кочерыжку я тоже добавляю светло-зелененько-желтенький, чтобы он сочетался с нашим темно-зеленым. И теперь беру побольше темно-зеленого, водянистого, тоже помним об этом. Можно всегда держать под рукой листик бумаги, сейчас покажу, под рукой листик бумаги и проверять, да, насколько плотно цвет. Сильно он густой или еще его стоит развести водичкой. И теперь беру более плотный пигментик, сюда добавляю. Снизу, вот здесь, в этой части кочерыжки, может быть пигмента темного побольше, потому что туда меньше света попадает, бабадает. Так, ну а здесь можно чуточку поменьше. И по самой кочерыжечке тоже вот все-таки с правой стороны добавляем немножко больше темного пигмента. Так, ну вот. Так. Ну вот, кочерыжка получается объемная. Хвостик, кочерыжечка. Что кочерыжка называю, не знаю. Получается объемная, блестящая, но при этом и видно, что он туда заворачивается. Вот, замечательно, мне кажется, смотрится прям супер. Чего еще не хватает для полноты картины? Не хватает тени. По поводу тенюшки. Она у нас будет лежать прямо под нашими овощами. Напоминаю, свет слева, соответственно, тень будет уходить немножко вправо. Какого она будет цвета? Ну, на референсе у нас тени нету, но в целом тень может быть практически любого оттенка, голубого, синего, фиолетового, с той же зеленцой, красного. Я возьму какой-то такой темно-зелененький цвет. Темно-зелененький цвет, возможно, добавлю в него немножко фиолетового для более плотного темного. И очень важно найти именно то место, где у нас перчик прикасается к горизонтальной линии. То есть не от кончика, а вот именно от этой части чуть-чуть сюда проведу. И здесь тоже. Не прямо вот от какой-то вот этой части, а вот этим местом он у нас лежит на поверхности. Вот этим местом он прикасается. Соответственно,
я вот этим темным своим зелено-фиолетовым очень аккуратненько, совсем недалеко, совсем аккуратно, тоненько и незаметно проведу линию. Так вот потолще здесь немножко. Раз. Теперь смываю и немножечко растягиваю туда более прозрачно. Вот так. И с обратной стороны тоже. Просто размываю немножко линию, чтобы ну не гиперчеткая была. Хотя в целом под нашими перчиками может быть и более четкая тень, потому что ну, они у нас лежат, у них очень яркий свет на них светит. Это видно по бликам, соответственно, и тенюшечки у них могут быть тоже. Так, и в обратную сторону я немножечко подчищаю эту тенюшечку. Так. Еще вот тут подчищаю, чтобы они не бросались в глаза. Они просто создают нам эффект того, что наши перчики объемные и лежат на плоскости. Они просто космонавты, которые летают в пространстве. На самом деле, очень часто встречающаяся ошибка, то есть почему-то не уделяют внимания теням, и тогда что скетчу, что вообще рисунки смотрятся немножечко как наши объекты, как космонавты, которые такие в невесомости. А все-таки тень, она создает нужный нам эффект, создает эффект того, что у нас все на плоскости, все объемное, максимальное. Это круто. Вот так, здесь немножко утекает, подсобираю. Сильно вниз пятно тени уходить не должно, потому что у нас свет падает вот так. Соответственно, если бы свет падал оттуда, откуда-то сзади, тень бы шла на нас. Она идет немножечко в бок. Этого более чем достаточно. Ну что, вот такие вот перчиночки у нас получились. С тенюшечками не очень такими сильными, совсем такими чуть-чуть заметными. И мне кажется, это смотрится очень даже хорошо. Можно еще тоненькой линией вот здесь затенить, дать понять, что он всем своим нутром лежит здесь, на этой тенюшечке. Тут и немножечко тут. А кончик уже так рисовать не буду, потому что кончик, скорее всего, не прикасается к поверхности. Вот так. И опять-таки немножечко размываю. За счет того, что бумага у нас шершавенькая, ну, создает такой нужный нам эффект. Все, лежит себе такой красивый, объемный перчик. Отлично! Осталось поставить подпись, стереть немножечко излишки тени, поставить подпись линером и гордиться своим первым фудскетчингом. Итак, наши перчики закончены. Они очень сочные, яркие, острые и вкусные. Такие классные получились, хотя построены из совсем простых геометрических форм. На нашем полном курсе мы рисуем много разных овощей и фруктов, разные блюда, сладости, солености. В общем, тематика фудскетчинга на нашем полном курсе раскрыта максимально. Ну что, расслабились? Отдохнули? Я уверена, что да. Когда ты начнешь рисовать регулярно, твоя жизнь 100% станет ярче и позитивнее. Жду тебя на следующем уроке. Хорошего настроения и всем арт!